Так, продолжаем новую традицию. Это уже готовое изделие. Только что я его закончил. Но оно не совсем еще прям готовое. Его дорабатывать можно теперь всю жизнь. Но оно уже функциональное и можно пользоваться. Все, а дальше идет, собственно, видео, как оно у меня получилось. Приятного просмотра. Добрый день. Ну, похоже, вы уже видели сварочный столик. Я его, естественно, еще не видел. Я продолжаю свой эксперимент вот по такому формату роликов. Но в целом мне вот с кубом понравилось. Так вот, значит, мальчик наконец дорос до сварочного столика. Потому что меня уже просто достало, что каждый раз, когда надо что-то приварить, нужно тут целое представление устраивать. Все собери, все отнеси. В общем, это меня уже просто доконало. Ну и вот, ладно, не будем разглагольствовать. Купил я вот такой вот отрезок 10 толщины листа. И размер у него получается 78 на 51. И вот под него я планирую установить пространственную фигуру, как ее назвать, табуретку, параллелепипед, ну как угодно, рамку. Вот. И я планирую ее сделать еще на 2 колесиках. То есть, вот, давайте сразу уж. То есть, вот что я задумал. И вполне возможно, я еще дают руки здесь под ножки еще болтики сделать, чтобы регулировать высоту. Вполне возможно. Я еще точно не знаю, но вполне возможно. Соответственно, верхние продольные балки, как их назвать, чуть больше, да, чтобы получились ручки. То есть вот она будет браться и перемещаться, если это будет необходимо. То есть я хочу сделать столик, который можно переместить, потому что вот эта штука довольно тяжелая. То есть ее переносить, в общем-то, мне не очень хочется. Лучше катать. Значит, наша конструкция будет иметь высоту общую, я планирую 75. То есть вот как она вот сейчас стоит, вот примерно она вот такая и будет. То есть, что это я планирую? Что можно как стоя работать, так и сидя. Ну, по необходимости. Раньше думал я делать из разного материала. Тут и другие трубы были 40 на 25. В общем, я и так, и сяк прикидывал. Потом, в общем, остановился вот на трубе 20 на 20. Она у меня есть, я ее не покупал. В общем-то, вот я уже раскрой весь напилил. Ну и дальше планирую уже начать собирать. Много в голове проектов. Нужна и монтажная пила. Вот это будет, я так планирую, опять же, следующий проект. Но уже по наличию сварочного столика. Потому что без него, конечно, это просто труба. Никакую плоскость так вот не собрать. Вот. Ну, в общем, дальше по мере продвижения будем показывать. Все. Так, ну что, первый промежуточный итог. Сварил я 2 рамки. Сейчас они лежат наоборот. То есть нижняя наверху, а верхняя, соответственно, внизу. Вот с ручками. Это те самые ручки, за которые предполагается потом перемещать столик. Все, дальше я планирую приваривать вот такие, как это назвать, подпятники. Так вот. И с обеих сторон. Вот. И потом уже приваривать ножки. То есть собирать уже объемную фигуру. Все.
Так, ну все, сварил я рамку. Все очень пока неплохо. Задумка вроде бы выполняется. Да, ножки я приваривал с помощью своего кондуктора. Ссылку я приложу. Это изобретение века, в кавычках, действует просто отлично. Ну все, сейчас я планирую приварить укосины, чтобы конструкция была более жесткая, потому что трубки легкие. Все, и потом уже колесики и подставки с болтиками регулировочными. В принципе, и потом уже можно будет сам лист сверху монтировать. И уже, в общем-то, все. Так что вот так. Все, приварил я укосины. Сейчас надо уже вечер уезжать. Ну, вот уже на следующей неделе. Вернее, на следующий, сегодня понедельник. В общем, на этой неделе, как приеду, обратно продолжу. Все, пока все идет отлично. Как вот я хотел. Все вроде пока получается. Ну и дай бог. Так что вот так. Так, продолжаем. Значит, прикрутил я колеса. Причем я их именно прикрутил. Что-то я не стал приваривать. Не знаю почему. Я вот не могу объяснить сам себе. Вот, в общем, сделал резьбовые заклепки. И по две. И по две. О. Вот так по диагонали. Так вот монтировал. Все, а здесь, соответственно, ножки. Обрезки трубы. Ножки. И к ней высокие гайки М10. И туда болт. Как это вот работает, сейчас, в общем-то, покажу. Так, ну вот так это выглядит. Уже в собранном виде. Ну, без листа, естественно. Сверху. Все, все это перемещается. Там, соответственно, регулировочные болты, чтобы можно было по высоте регулировать. Так что, в общем-то, все пока неплохо. Все вроде швы зачистил. Сейчас хочу покрасить. Сам лист я красить не буду. Его я оставлю в первозданном виде. Вот. Крепить я лист, наверное, пока планирую с помощью вертышей. Ну, шпилек, в общем. Сделал я вот на станке два таких кондуктора. Там будут шпильки 10-е. Соответственно, вот, 5-й и 8-й диаметр. Ну, чтобы резьбу нарезать. Вот. Так что возвращаемся к тачанке. Тачанка. Вот. Так что все пока неплохо. Все, сейчас красим. Пусть до завтра сохнет. А завтра уже продолжим. Так, продолжаем. Все, значит, нарезал я резьбу. 10-ю. Все, колесики прикручены. Сейчас будем переворачивать. Прихвачу сваркой шпильки. Ну и все, будем уже монтировать. Потом надо будет монтировать полку. Все. Так, ну и вот. В общем-то, я думаю, что на этом все. Вот наша тачанка готова. Тачанка. Ну пусть будет тачанка, какая разница. Все работает как часы. Все прям вообще отлично. Вот ножки я прям вообще правильно сделал. Дайте я хоть себя похвалю. Это так редко бывает. Правильно сделал, что он с болтиками регулировочные. Потому что без них пришлось бы что-нибудь подкладывать. Аппарат у меня пока не закреплен. Я планирую его закрепить. И вообще даже фанерка еще не закреплена. Я уж просто хочу сейчас отговорить свою фразу, что проект завершен. А потом уже доделать, потому что это уже не имеет пределов. Все, шпильки я варил.
все прикрутил. Значит, клемма у нас пока вот в таком положении, пока. Но вообще я планирую сюда снизу прикрутить шину, ну, кусочек медной шины, и к ней стационарно прикрутить массу, чтобы вот без этого. Это прям вообще временный вариант, и так дальше не будет, потому что мне это не нравится. Ничего не должно здесь торчать. В общем, все потом монтажные отверстия под струбцины, все потом. Это уже непосредственно к столику, вот к конструкции, к конструктиву отношения не имеет. Надо будет какие-то крючки для молотка, для электродержателя, ну, в общем, тут для бухты, и, в общем, и барахты тоже. Это все уже, в общем-то, потом. Так что на этом проект «Сварочный столик» завершен. Спасибо за внимание.